Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание 1 января. Первому дню нового 2024 года. И вы знаете, как вы сегодня заложите фундамент, основы, и так вы и проживете весь 2024 год. Поэтому обращаем ваше особое внимание на следующие советы и рекомендации, которые вам стоит привнести в свою жизнь, а также сказать определенные слова. И первое, что вам нужно сделать, это сделать то, чтобы в вашей жизни, в вашем доме был достаток и благополучие. Поэтому обязательно 1 января, как только вы проснетесь, сразу скажите следующие, друзья, слова. Вне зависимости, вы проснетесь в 10 утра, или в час дня, или в 3 часа дня, у кого как получится. Здесь главное ваш настрой и понимание того, что вы желаете и хотите, чтобы следующий 2024 год прошел у вас в изобилии, достатке и благополучии. Итак, скажите следующие слова. Новый год наступил, дорогу достатку и благополучию открыл. Я желаю быть здоровой, счастливой и желанной. Приглашаю изобилие 2024 год. Истинно да будет так. Эти слова, друзья, вы можете сказать буквально один раз, можно сказать даже шепотом, но важно это сказать в приподнятом настроении, с открытым сердцем. Обращаем ваше внимание, если вы смотрите сегодня, 31 декабря, то постарайтесь эти слова переписать на листок бумаги и приклеить, повесить на самое видное место, чтобы 1 января, когда вы проснетесь, сразу могли произнести эти важные и магические слова. Также хотим вас обратить внимание, что ни в коем случае 1 января, как бы вы ни были бы чистоплотны, не выносите мусор, ни в коем случае не подметайте полы и не мойте их. Иначе таким образом вы выносите благополучие, изобилие и достаток из своего дома. Да, иногда после гостей хочется и убрать, и освежить квартиру. Вот поэтому только открываем окна, наполняем энергией счастья, радости, изобилия, но ни в коем случае не выносим мусор, не подметаем полы и не моем их. Кто скажет, а как же я буду в бардаке, в такой грязи? Но вы должны понимать и то, что лучше немножечко переждать, чем потом на протяжении всего года расхлебывать те или иные ситуации или проблемы. Также большая просьба ко всем: до 2 января ни в коем случае не стоит занимать или давать деньги в долг, потому что это к бедности. Даже если ваша родная сестра придет сегодня, или ваши кто-то из родных, близких, соседей, которым вы доверяете, знаете, что они вас всегда поддержат в трудную минуту, но именно 1 января не вздумайте давать деньги в долг. Лучше объясните ситуацию, что 1 января или 31 декабря вы не даете деньги в долг и готовы, например, помочь уже 2 января, пусть приходит прямо с самого утра. Но помните о том, что когда вы в такие энергетические дни передаете кому-либо деньги, вы тем самым показываете Вселенной, высшим силам, что вы не нуждаетесь в деньгах, что они вам просто-навсего не нужны. Соответственно, и происходят те или иные события в вашей жизни. Поэтому постарайтесь быть предельно внимательными и осторожными к пожеланиям тех или иных ваших друзей или знакомых. Вы знаете, когда 1 января к вам кто-то придет в гости, вне зависимости, это близкие, родные или кто-либо из знакомых, обязательно скажите следующую им фразу: много или мало. И вот следующий ответ, который они произнесят по отношению к вам, в вашем доме или квартире, и многое решит в вашей жизни. Итак, задаете вопрос: много или мало, и здесь очень важно не обращать внимания, акцентировать, хорошо сказать много или мало, но если вам скажут, что мало, да, то тогда скажите следующие про себя слова: год без бед и проблем при
проживаю, изобилие и достаток в свою жизнь приглашаю. Это очень важные слова. Конечно, можно и не задавать этот вопрос, но лучше его задать, потому что таким образом очень важно привлечь те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны в жизни. Также обращаем ваше внимание, очень здорово, если первым в ваш дом переступит порог мужчина или мальчик. Это очень важно. Почему, вы спросите вы? Дело в том, что именно мужчина поможет вам привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Постарайтесь на протяжении всего дня радоваться этому дню. Старайтесь как можно больше приглашать в свою жизнь, в свой дом людей, которых вы любите, которых вы цените, которых вы желаете всего самого-самого наилучшего. Также вы можете 1 января снять деньги в ближайшем банкомате. Вы знаете о том, что у вас есть деньги, и обязательно скажите такие слова: в мой кошелек мои деньги, мой достаток. Аминь. Таким образом, вы можете привлечь в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Не обязательно снимать всю сумму своего карточного счета. Вы можете снять буквально условную сумму, но главное прошептать эти слова. Они очень важны. Также старайтесь 1 января, чтобы в вашем доме были гости, чтобы было весело, чтобы было радостно. И обязательно старайтесь дарить всем гостям подарки. Это могут быть просто символические какие-то подарки. Например, через лотерею, какой-то выигрыш. Но каждый человек, который посетил ваш дом, он должен уйти с подарком. И таким образом вы привлекаете высшим силам и показываете, что вы готовы к изобилию, к достатку, к благополучию, к тем мыслимым и немыслимым благам, которые действительно нужны в вашем доме и вашей жизни. Также ни в коем случае не выбрасывайте мусор и не выкидывайте ненужные вещи. Почему? Дело в том, что многие люди почему-то считают, что именно 1 января они распрощаются со своей старой жизнью и начнут новую. Но, друзья, это нужно сделать именно 30-31 декабря, но никак не 1 января. Недаром 1 января это новый 2024 год, поэтому вы уже должны жить по новым законам и привлекать в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Также очень здорово, если вы будете получать в этот день сами подарки. Это может быть все что угодно, начиная от денег, заканчивая также какими-то символическими подарками. Если вы в этот день получите подарок с символом года, зеленого деревянного дракона, то знайте, следующий год для вас пройдет в изобилии, в достатке и благополучии. Но помните о том, что такие подарочки, они должны быть спонтанные, а не те, которые вы навязываете другим людям. Также, девочки и мальчики, обратите внимание, чтобы на новогоднем столе именно 1 января находился хлеб. Желательно, чтобы он был целый, не разрезанный. И те, кто будут брать хлеб, его именно отламывали, потому что именно этот хлеб будет считаться залогом достатка в новом году. Также обратите внимание на ваших гостей. Если кто-то придет вам с пирогами, с хлебом, с булочками, с каким-то тортом, знаете о том, что именно такие люди желают вам изобилия, достатка и благополучия. Что самое важное, считается, что таким образом в вашей жизни в 2024 году обязательно придет какие-то денежные сюрпризы в вашу жизнь. Также постарайтесь, чтобы 1 ноября у вас по всем углам дома были монетки. Хотя бы одна монетка, но должна быть. Если нет монеток, нет желания, то в таком случае возьмите пшеницу. Нет пшеницу, возьмите любую крупу и обязательно бросьте в каждый угол своего дома. И проговорите следующие слова. Я не крупы рассыпаю, а деньги собираю в свою жизнь. И очень важно, что если вы крупы рассыпали, то желательно уже после 12 января
веничком смести эти крупы и обязательно покормить птиц. Это очень важно. Когда будете кормить птиц, скажите: я не птиц кормлю, я деньги привлекаю в свою жизнь. Это очень важно, потому что таким образом вы привлечете действительно то, что вы хотите и желаете в своей жизни. Также очень важно обратить внимание на те подарки, которые вам подарят люди в вашем окружении. Если вам подарят светильники, то знайте о том, что таким образом люди хотят пожелать вам не только вот именно на словах, но и энергетически отправляют вам посылы удачи, счастья, богатства. И здесь ваша задача это принимать с радостью, с благодарностью. Также, девочки и мальчики, обратите внимание на то, что говорят ваши гости, какие пожелания вам отправляют. Если они говорят вам и пишут, поздравляют и желают всего самого-самого наилучшего, знайте, действительно, эти гости, эти люди желают вам всего самого-самого наилучшего. Ну, а если вы чувствуете, что это лишь бы, то знайте, что, скорее всего, так это и есть. Помните о том, что Новый год, он не даром. Новый год – это время чудес и волшебства. Дело в том, что в это время каждый из нас может осуществить те или иные желания, сделать то, что он действительно желает, хочет или о чем мечтает. Даже 1 января постарайтесь в любое время проверить, все ли у вас исправно работает. Если у вас что-то не работает, знайте, что Вселенная и высшие силы таким образом подсказывают вам, на что вам стоит обратить внимание. Ну, например, если у вас начал барахлить холодильник, знайте о том, что вам нужно обратить внимание на те проблемы, которые могут быть связаны с продуктами питания. Это касаться может, кстати, и вашего здоровья. Если у вас не работает бытовая техника, подумайте о том, правильно ли вы тратите, например, свои деньги. Также, пожалуйста, проверьте свою входную дверь именно 1 января. И если вы уверены и знаете, что у вас все в порядке, обязательно проведите практику, обязательно нарисуйте 4 восьмерки на входной двери с внутренней стороны. Где именно на входной двери, друзья, здесь уже подскажет ваша интуиция. Итак, нарисуйте 4 восьмерки. Желательно это сделать зеленым или красным фломастером и сказать следующие слова. Восьмерки ангельские рисую, деньги божественные привлекаю в свой дом. Истинно да будет так. И вы знаете, действительно, если вы провели эту практику искренне, а не лишь бы, знаете, что на протяжении всего года в вашем доме будет изобилие, достаток и благополучие. При этом будут в тот момент появляться деньги, когда вы даже будете в какой-то момент опускать руки и не будете знать, что же вам делать. Также обязательно, если к вам будут приходить гости 1 января, обязательно накрывайте стол и приглашайте к столу. Обязательно каждому гостю нужно присесть за стол и обязательно отведать блюда, те блюда, которые вы приготовили. И обязательно каждому гостю обязательно дайте по конфете. Конфета на ваше усмотрение, но таким образом вы делитесь не просто с людьми, сладостями, вы делитесь со Вселенной. И Вселенная на протяжении всего 2024 года обязательно будет вам возвращать и приумножать в вашей жизни, чтобы было изобилие, достаток и благополучие. Помните, пожалуйста, об этом. Также старайтесь 1 января поздравить всех тех, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что это вот те люди, которые вас всегда поддержат, которые вас всегда помогут. Помните также и о том, что каждый человек – это божественное создание, и ваша задача через других людей стараться как можно больше привлекать все те мыслимые и немыслимые блага. Вообще этот новый 2024 год пройдет, вы знаете, достаточно интересным, но мы уже неоднократно говорили, что нужно быть внимательным, нужно быть мудрым, осторожным, эмоции убирать на второй план, постараться как можно меньше нервничать, переживать и принимать вот те подарки от судьбы с благодарностью, даже если они вам на данном этапе чем-то
не нравится. Но вы помните о том, что высшие силы, они всегда с нами, они всегда нам помогают. Ваша задача их благодарить и отправлять посылы благодарности. Ну а мы всех уже поздравляем с новым 2024 годом. Пусть в вашей жизни будут изобилие, достаток, благополучие, мир, любовь и все те блага, которые действительно вам нужны в жизни. У нас с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, увидите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.